С буквой М мы разобрались. Что следующее? Литера Н. Н. Самая таинственная буква. Снял я магнитолу TI, отключил ее полностью. Вот она так выглядит. Значит, весит немножко больше, наверное, чем весит данная магнитолка. Ну и, соответственно, по габаритам она больше. Ну, у нее как бы плюс, что, видите, под сим-карту слот уже сразу в магнитоле. А здесь у нас болтается вот этот вот, ну, адаптер. Вот этот вот адаптер я показывал. В принципе, ничего страшного нет. Наверное, адаптер даже и лучше. Почему? Потому что вывести его, допустим, в бардачок, и в любой момент будет доступ к сим-карте. В то время как доступ к этой сим-карте нам надо опять же разобрать все. Але ноли ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Короче, проделать большую работу. Значит, друзья, что-то я ляпнул, по-моему, где-то в видео, что нет у нас разъема выносного под микрофон. Все здесь есть. Вот он, родимый. Это просто супер. Так как вы помните, я в TIS. В TIS, кстати, очень ужасный звук. И вы все помните, есть у меня видео на канале, что я выпаял родной микрофон и вывел вот такую вот вещь. То есть на выносной микрофон. И при выносном микрофоне намного лучше все это дело слышно и работает. Здесь же пока мне звук нравится даже от этого вот микрофона. Ну, посмотрим, что будет с выносным и как будет все это дело выглядеть. Пока идем и устанавливаем. То есть все легло. Новая магнитолка, видите, все красиво. Ну, конечно же, пальцами все здесь я заляпал. А так, по посадочным винтам, по отверстиям все подошло. Единственное, здесь в комплекте немножко винтики длиннее, нежели винтики в магнитоле TIS. Ну, я установил комплектные. Я думаю, все там рассчитано. И монитор насквозь не прокрутил. Так, использовать буду все эти вот косы. Основной разъем питания. Это все у меня было в комплекте с канбасом, то есть все это в автомобиле осталось. Это я трогать не буду, просто мне остается подключить и установить на место магнитолу. Но это мы сделаем вместе с вами. То есть подключим камеры и подключим. Так, что у нас здесь подключается? Микрофон. А здесь уже все, больше ничего как бы и не нужно. Все должно заработать. Но если что-то не заработает, будем с вами разбираться. Вперед! Так, ну что, занимаемся установкой. Значит, первым делом вам я предлагаю сравнить разъемы, чтобы все было проводок к проводку. Я уже сравнил. Все здесь четко, досконально. Значит, друзья, при покупке магнитолы, допустим, вот эти вот концы, их резать, там соединять с оригинальными фишками магнитол, то есть с фишками автомобиля, я бы не советовал. На сегодня они стоят копейки. Вот этот вот ISO разъем, то есть здесь 16 пин стандарт. А с этой стороны вы можете подобрать на том же Валбересе Озоне фишки под любой автомобиль. Поэтому лучше не поскупитесь и прикупите нормальный переходник уже под ваши фишки. Вот. Так, ну что ж, давайте подключать и смотреть, что у нас получится. Так. Первым делом, значит, подключим мы с вами вот этот вот разъем питания. Все, защелкнулось. Так, вот представляет собой, что канбас мой RNSS11A, это канбас XP. Ну а в настройках в первом видео я показывал, как это называется. Ну, конечно же, опять же, не факт, что все заработает. Так, из этого, как же тут все расположить? Подключаю сразу свои камеры заднего хода. Свои камеры 360, чтобы уже все было подключено. Неудобно. Почему у человека нет третьей руки? Друзья, значит, в этих вот кабелях, так, не сюда, а вот сюда, в этих кабелях вы видите вот эти вот красные отростки. Эти красные отростки — это активационные провода. То есть в случае с задним ходом он должен быть подключен
либо здесь, если у вас есть провода заднего хода в салоне, либо к фонарю, допустим, заднего хода. Две точки вместе подключать не нужно. В случае с боковыми зеркалами, то есть вот они, если у вас где-то здесь проводка под зеркала под боком, цепляем здесь эти концы. В моем случае я прикреплю видео там, где я устанавливал камеры 360 в зеркала, допустим. В моем случае я подключил прямо на лампочке зеркал вот эти провода. И повторно их подключать уже активационные провода не будет, не нужно. То есть в чем фокус? Включили вы поворот, здесь появился плюс, система знает, что надо, допустим, там показать левую сторону автомобиля. Показали правый поворот, появился плюс, система знает, что надо показать правую сторону автомобиля. Точно так же с задним ходом. Появился плюс на задний ход, система знает, что надо показать вам камеру заднего вида. На передней камере, видите, никаких активационных проводов нет, так как передняя камера переключается после заднего хода автоматически. Все, вот мои камеры. И давайте подключать. Задняя подключена. Так, передняя подключена. Не помню, синяя правая либо левая. Без разницы, у меня подключено как бы по правилам. И синяя. Все, камеры у нас подключены. Дальше вот моя антенна GPS с таким вот переходником под гаечку. То есть это называется разъем факра у меня стандартный в автомобиле. Но мне надо перейти под эту гаечку. Поэтому я прикупил вот такой переходничок. Все это продается, соответственно, на маркетплейсах где-то. Ну, я в свое время еще покупал на Алиэкспресс. Маркетплейсов тогда этих у нас не было. Попасть тут, конечно, и держать, и попадать плоховато. 4G антенну я пока не ставлю, так как у меня пока и симки нет. Так, все, эту GPS антенну подключили. Следующее, друзья, у меня, смотрите. У меня... Так, что я тут напутал? У меня вот антенна, то есть усилитель. Он подключается, вот я вам показывал, на синий проводок. Вот написано антенна. Отсюда выходит 12 вольт питания нашего усилителя. Усилитель у меня остается здесь, он тоже на факре. Вот. Поэтому антенну цепляем вот сюда. Все, прицепили. Активная антенна. Эти разъемчики не смотрите, к этим разъемчикам было подключено питание, ну и соответственно вся проводка системы 360, которая у меня была отдельная. Так, что у нас далее? Далее есть у меня выносной микрофончик, вот он. И конечно же у нас есть под этот микрофончик выход. Соответственно все это дело мы подключаем. Микрофон подключен. Так, эти провода нам пока не нужны. Не забыть запитать. У меня уже запитано кулер. Так, с этими проводами нам пока ничего не надо. Так, у нас разъем остается под CAN. И остаются разъемы USB и регистратора. Тоже буду использовать уже проложенные. Значит, регистратор с магнитолой, скорее всего, не сработает. Вот, но при подаче питания он будет писать сам на себя. Хоть я это видеть в магнитоле пока и не буду. Пока не приедет новый регистратор. Так, все очень крайне неудобно. Но попробую я вам, конечно же, все это дело показать. Что куда включать. Так, вот у нас есть 6-пиновый USB. Его сюда подключаем. Туда, где подключен разъем вот видеовхода задней камеры. Задняя камера у нас не подключается, так как у нас все будет работать от системы 360. Пока я это понимаю так. Здесь тут разъем я уже делал. О. Так, включаем USB 1. Есть. И включаем USB 2. Очень такое все нежненькое, поэтому опять же будьте внимательны и все хорошенечко
подключайте и проверяйте. Все, у нас остается один разъем, и это разъем каншины. Вот сколько тут, 8 пинов, но задействовано только 2. Включаем его в свободный разъем. Таким образом, все разъемы у нас заняты. Все. Все разъемы заняты. Разъем под сим-карту, опять же, я пока не подключаю. Вот. И будем с вами смотреть. Эти все концы тоже пока я не подключаю. Хотя, наверное, какой-то надо будет подключить. Ну, посмотрим. Включим и посмотрим. Так, все включено. Все включено. Давайте пока навешу, и мы с вами просто включим зажигание и посмотрим, что да как у нас тут получилось. Так, наверное, буду держать. Так, зажигание. Ой, смотри, что я сделал. Посмотреть, что тут получилось. Что ж мы тут посмотрим, когда все кверху ногами. Идет загрузка магнитолы. Благо уже все включилось. И тоже можете сверить перед подключением. Вот все ваши пины. Есть инструкция. Тоже сверяйте, проверяйте все буквально пины. Чтобы у вас все было чики-пуки, как я говорю. За камеру извините, возможно будет тряска, так как камера на штативе стоит просто на мягком вот автомобильном сидении. Так, ну что ж, давайте рискнем и запустим. В принципе, запуск должен произойти сейчас. Система 360. Вот она запускается. И посмотрим, есть ли изображение со всех камер. Надеюсь, что все будет. Все камеры у меня, видите, задействованы. Почти даже не надо и калибровать. Это мы с вами сейчас увидим на остальных видах системы 360. Передний вид. Я бы сказал, что практически все почти идеально. Шикарно. Задняя камера. Видите, что творится с моей задней камерой? Это проблема не в магнитоле. Это проблема моей задней камеры. А еще она переворачивается сама кверху ногами. И еще она просто бывает белым засвечивается. Шикарно. Бок, ну вот бок. У меня дверка открыта в автомобиле, поэтому такая белиберда. Вот, закрываю дверку. Закрыл дверку. И зажигание потухло. Давайте, наверное, я заведу автомобиль, чтобы у нас ничего не вырубилось. Так. Дальше. Вид справа. Ну, почти, конечно же, надо калибровать, и мы с вами будем калибровать. Вот режим, так сказать, велосипеда. Когда машины у нас не видно, она прозрачная, у нас видно только два края автомобиля. Шикарно. И вид сзади. Вообще шикарно. Ну, опять же, камера здесь задняя, как вы помните, плохая, видите, все скачет, поэтому и даже временами цвета меняются. Режим 2D. Уже можно что-то увидеть, ехать даже не без калибровки. Так что все буквально замечательно. Так, открываются ли у нас двери? И здесь ли это будет? Опа, видите, дверка открылась. Пожалуйста, дверка закрылась. Шикарная система. Обалдеть. Ой, все, вырубилась у нас. То есть, когда мы не трогаем систему, она сама выходит из режима. Смотрите, дверка открыта у меня. И дверку я закрываю. И дверка закрыта. Опять система выскочила. Ну, видите, от бездействия она выскакивает. Еще разок. Шикарно. Надо будет проверить все двери, но я думаю, все двери будут работать по кану. Так, теперь проверяем по кану, работает ли у нас климат. Климат не работает. Это немножко не есть хорошо. В прошлой магнитоле у меня все как бы работало. Переключим режимы. Авторежим. Вот, клима не работает. Возможно, надо будет переключиться не на этот Каптюр, а, допустим, на какой-нибудь Каджар. Ну, это я поэкспериментирую. Я думаю, что здесь я толку добьюсь. Так, и вот система, вот это вот меня интересует 3D-шная. А может, подцепит и регистратор. Нет, регистратор не подцепила. А здесь дверки открываться будут. Опа! Ха-ха, класс! И сразу включается система 360. Ну, шикарно! Просто шикардос. Еще раз. Хоп, и дверка открылась. Просто класс.
Так что вот такие, друзья, у нас есть плюшки. Все, в принципе, все работает. Единственное, я еще поиграюсь, опять же, с настройками канбаса. Возможно, когда-то писали под TI, что от Каджара там подходит, либо от Калиоса подходит. Ну, это все я поиграюсь, видите. Основные функции работают. В принципе, мне-то особо здесь клима и не надо. Временами даже вот эта клима, которая выскакивала, панелька, мне, честно вам скажу, мешала что-то где-то включить и работать. Все основное работает. Так, музыку мы не проверили, друзья. Музыку. Так. Музыку. Давайте мы посмотрим музыку. Первым делом посмотрим мы не музыку, а радио. Так, пока я забыл, где тут что нажать, чтобы вернуться домой. Вот радио. Ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас и слушайте Минскую волну. Здесь вы в Все полной работает, все безопасности. шикарно. А поиск волны? Что это было? Так, поиск волны идет. Кстати, сейчас я стою в неуверенной зоне приема между гаражом и домом. Очень плохая зона приема. Все, радио работает. Давайте еще что-нибудь найдем. Медленно, конечно, все это ищет, но в настройках радио тоже можно указать вот, чувствительность. Я думаю, каждый с этим разберется, и в принципе каждый это знает. Так, еще мне интересует сейчас один вопрос. Ладно, радио работает, друзья. Давайте мы, знаете, что сделаем? Опять я включу вот эту штуку. Так, и мы включим сейчас году в мае мы играли фары. Зацветало все, там красиво Мы наверняка. Смотрите. всё было. играли наши два такие любимых спектакля. Это Ночь у «Юнона нас. Авось» и «Мачеха». И, пожалуйста, фары загораются. Льюно, она его все-таки рукой Отлично. А поворотники? Поющая, И повороты работают. Мы репетируем очень много, постоянно идет тренинг. И каково Шикарно. было наше удивление, Повороты мы тоже приезжаем в город работают. в первый раз, и у нас 3 спектакля в Так, один и день. проверим, «Юнона конечно же, Авось», друзья, и задний ход. полные залы. Мы Пожалуйста, задний ход включился. Переключаем прием. на паркинге. У нас И сразу включается мы передняя получили большое камера. удовольствие, Вид очень камеры большое в моем впечатление от города, невероятно случае. все цветет, все красиво. О, подрулевые работают. Хорошо, что я это все дело. Так, поиск канала. Я думаю, что и в этот нынешний приезд у вас тоже будет возможность посмотреть все уголочки нашей Крутилочка на поиск канала не работает под рулем. Так, что у нас по телефону там или по чем еще? Ну что ж, мы сейчас Пожалуйста, телефон включился. продолжим. Навигация включилась. Все почти работает от подрулевого. Шикардос. Так, возвращаемся домой и возвращаемся все-таки мы на вот эту машинку. На D3D. Ручник, я не знаю, показан у меня. Польша в листопаде запустит пилотную программу «Вся». Ручник не показан. Плануется до конца года научить несколько тысяч человек. А где-то у меня еще, я уже хочу все вам показать. Так, это не здесь было. А где же это было? Кармате. О, добро пожаловать в использование. Так, ну куда ж ты все пропало? Что случилось? Во. Пожалуйста, поворот работает. Правый, левый работает. И сразу переключается у нас на систему 360. Вот эта мне штука не нравится. Я немножко поездил. И я все это дело потом в настройках все, друзья, отключается. То есть на повороты реагировать 360 у вас, чтобы вы, не этот самый. Если вам не нравится, можно в настройках все будет отключить. Так, ручничок здесь, конечно же, не работает. У нас не подключен плюс. Проверяем аварийку. Аварийка работает и опять переходит в режим велосипеда. Вот. Поэтому это все можно в настроечках у нас будет отключить. На этом все, наверное. Музыку мы не проверили. Давайте уже до конца добьем. Значит, расход у нас показывается. Температура, градусы Цельсия почему-то... здесь вот показывается температура наружного воздуха. Замечательно. Здесь почему-то ее нет. Вот. И обороты в минуту нет. Это тоже что-то связано с канбасом. Но опять же, можно немножко пошаманить будет. А так все буквально практически работает. Наверное, попробую от Калиоса, либо
от Каджары. Давайте еще мы с вами музыку включим. Сразу мне надо ее еще, конечно же, найти, эту музыку. Видео. Давайте посмотрим видео. И заодно и послушаем музыку. Работает шикарно. Все отлично. Просто замечательно. Видите, звуки так регулируются даже. И яркость так регулируется. А тут вот с этой стороны дисплея звук, с этой яркость. Обалденно. А так ничего не регулируется. Так можно перемоточку сделать. Замечательно. Мне вообще зашла магнитолка, вот честно, лучше, чем даже TIs. Все, народ. Подключили магнитолу. Мне осталось только все окультурить, установить на место, протереть немножко от пыли место установки и вперед. Все работает. А, еще поменяю, конечно же, заднюю камеру. На этом всем пока, и скоро будем калибровать систему. Это замечательно, клянусь Богом.